Хюррем – веселое чудовище османского гарема. Султан Сулейман великолепно известен в истории как султан, правящий империей османов почти полвека. Это самый долгий срок правления из всех известных в настоящее время. Во времена его правления империя значительно расширила свои границы не только за счет завоеваний, но и благодаря внешней политике Сулеймана. И вполне закономерно, что о таком человеке хочется узнать как можно больше. Как он жил, чем увлекался, кого любил. Как и все султаны до него, Сулейман великолепно имел свой гарем, в котором насчитывалось несколько сотен девушек-невольниц. При таком многообразии неудивительно, если султан не видел их всех. Для того, чтобы привлечь внимание султана, девушка должна была обладать какими-нибудь талантами или умениями. И даже это не являлось гарантией, что султан обратит на нее внимание. Составлением своеобразного списка девушек, которые будут представлены султану, занимался главный евнух гарема. А так как коррупция во все времена и у всех народов существовала, то шансы девушки возрастали в том случае, если главного евнуха подкупить. Еще одной возможностью превратиться из простой невольницы в фаворитку или даже жену султана была протекция какого-нибудь важного лица. Например, Валиде Султан, матери правящего султана или кого-нибудь из ближайшего окружения правителя. Таким образом смогла сделать карьеру одна девушка. В дальнейшем ее назовут Хюррем. Еще в юном возрасте она попала в гарем султана, где могла затеряться среди тысячи таких же рабынь. Однако ей повезло. Некоторые считают, что ей удалось привлечь внимание султана благодаря тому, что ее подарил правителю его близкий друг Ибрагим Паша. Именно эта деталь заставила Сулеймана выделить девушку из общей толпы. И что интересно, никто не назвал бы Хюррем красавицей. Она не была знатного происхождения, а возможно родилась в семье обычного христианского священника. Девушка была юна, свежа и имела милые черты лица, но и только. Внимание султана Хюррем привлекла своим веселым характером, улыбкой и жизнелюбием. Она сразу поняла, что соперничать с другими красавицами в гареме всю жизнь она не сможет. Поэтому пошла другим путем и решила привязать к себе султана сильным чувством. Существовало мнение, что она занималась магией и какими-то ритуалами и заклятиями смогла вызвать любовь султана и сохранить его привязанность. Конечно, в колдовство мало кто верил, но иначе никак нельзя было объяснить, почему султан Сулейман предпочел Хюррем своей первой жене Махидевран, которая была красавицей. Проведя в гареме совсем немного времени, Хюррем решила, что жить как обычная рабыня в условиях, далеко не идеальных, это не для нее. Атмосфера в гареме в то время была ужасная. Во-первых, условия содержания обычных наложниц и рабынь сильно отличались от того, как описывается гаремы в романах. В реальности место обитания женщин султана было, мягко говоря, не очень. Холод в зимние месяцы, антисанитария, скученность большого количества человек в небольшом месте было благоприятной средой для развития болезней. Во-вторых, в гаремах всегда и везде процветали интриги и всевозможные заговоры. Такое большое количество женщин, большинство из которых никогда не видели султана, способствовало буйному рассвету разных сплетен и интриг. Это было одно из немногих развлечений, доступных наложницам. Никто никогда ни с кем не дружил. Каждая женщина мечтала стать матерью его наследника, а для этого требовалось победить своих соперниц. В ход шли все средства от интриг и сплетен до яда. Вот так началась карьера Хюррем. Она интриговала, изворачивалась, наушничала. Не каждой девушке в гареме могло повезти стать наложницей, но если по каким-либо причинам девушка смогла заинтересовать султана, то ее приглашали на ложе повелителя второй раз. Султан, показавший свой интерес наложнице, тем самым невольно провоцировал остальных своих фавориток. Новая соперница никому не была нужна, поэтому в крайнем случае несколько женщин могли объединиться против одной, чтобы не дать завладеть ей вниманием султана. Хюррем же благодаря своему уму и умению плести интриги смогла возвыситься сначала до звания Игбаль, наложница, а затем и вовсе стала любимой женой султана. Но под маской добродушия и улыбок скрывалась крайне жестокая и беспощадная женщина. Благодаря своим чарам она смогла заставить султана влюбиться в нее без памяти. Сулейман ради нее пошел на многое, даже нарушал многовековые традиции османов в угоду своей жене. Став хасыки, Хюррем начала свой путь к власти. Женщина, имевшая в гареме большую власть и уважение, носила титул валиди. Каждая наложница мечтала об этом титуле, потому как он давал неограниченные возможности влиять не только на дела империи, но и на внешнюю политику. Хюррем мечтала, чтобы именно ее сын стал следующим правителем, и для этого не останавливалась ни перед чем. Начала она с того, что смогла избавиться от своей
главной соперницы Махидевран Султан. Первая жена Сулеймана имела всего одного сына, Шехзади Мустафу. Ее вместе с Мустафой отправили в Санджак, чтобы там сын султана мог получить навыки управления страной. Мустафа пользовался огромным уважением и любовью не только среди простого народа, но и среди янычар. И именно это Хюррем смогла обернуть против него. Хюррем убедила Сулеймана, что его сын Мустафа представляет угрозу для его правления и нужно как можно скорее избавиться от него. По приказу Сулеймана Мустафа был убит, а Махидевран, бывшая первая жена, была сослана и окончила свои дни в бедности и нужде. Возможно, были еще жертвы интриг Хюррем. Валиде Султан также скоропостижно скончалась. Некоторые считают виновницей в ее смерти тоже Хюррем. Мать пыталась образумить своего сына, как-то свести к минимуму то влияние, которое жена оказывала на Сулеймана. Но вскоре она умерла по неизвестной причине. Главный визирь и ближайший друг Сулеймана, Ибрагим Паша, тоже пал жертвой козней Хюррем. Она не могла допустить, чтобы между ее сыном и троном были какие-то препятствия. В итоге она все же добилась своего. После смерти Сулеймана следующим султаном стал Селим, прозванный пьяницей за любовь к разгульной жизни. Он остался в истории династии Османов как самый никчемный ее правитель. Правда, титул Валиди Султан Хюррем так и не получила. Она умерла за несколько лет до смерти Сулеймана и воцарения своего сына.